Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Украине. Вот покажу карту боевых действий, где сейчас происходит. Так, вот подробная здесь карта. Синие точки — это территория под контролем ВСУ, красные точки — это держит оборону армии РФ. И вот последняя информация. Армия РФ наступает на 3 направлениях на Донбассе, а ВСУ ударили по врагу на левом берегу Днепра. Вот сейчас идет обстрел этой территории, левобережья. Здесь российские оккупационные войска окопались. И уже видите, синим-красным уже начинает ВСУ их обстреливать, этот берег. Оборону армии РФ. Армия РФ наступает на 3 направлениях на Донбассе. Ну вот эти основные направления. Кременная, Рубежная, Бахмут, Авдеевка, Угледар. Пытается как бы имитировать наступление. Но какое наступление может быть мобики, которые не подготовленные, взяли оружие, может быть, первый раз в жизни. Может, там лет 20 назад кто-то и воевал еще, пытался там стрелять, ну, как сказать, с автоматов. А что их бросили на убой? Ну, ничего, вот эта линия так и стоит. Продвижения никого нет, только трупами заваливают. Каждый день по 700-800. Но сегодня меньше, сегодня 500. Потом я вам сообщу последние новости. Ну и вот теперь, да, армия РФ пытается атаковать на Донбассе и перебрасывает мобилизованных на войну в Украину. Украинские военные результативно ударили по оккупантам в районе Каиров на левом берегу Днепра. Так, россияне пытаются удержать захваченные территории, сдержать ВСУ на отдельных участках фронта, оборудуют оборону на левом берегу Днепра и ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлении. За сутки украинские военные отбили атаки в районе Новоселовского, Стельмаховки, Белогоровки, Луганской области. Авиация ВСУ нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали 10 районов скопления сил и техники, 6 позиций ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили 2 пункта управления, 11 районов скопления сил и техники. В общем, вот здесь Херсон, сейчас все это синим, освобожденная территория. А теперь идет обстрелы артиллерии, хаймерсами, всеми видами установок, которые есть сейчас на вооружении. Вот этих, здесь Херсон, вот эти точки зеленые показаны. Сейчас там эти войска РФ пытаются держать оборону. Ну, просто их расстреливают с того берега и все. Такая информация. Укреплянты укрепляют Мелитополь, оставляет минимум войск в Херсонской области. Сейчас я покажу на карте, так, Мелитополь. Так, вот Мелитополь. И сейчас там уже отсюда войска уводятся, потому что там без толку. Армия РФ поняла, что штурмовать через реку этими, как сказать, ВСУ еще не сумасшедшие. Решили как бы отвести войска вот здесь, укреплять эту группировку в районе Мелитополя. Потому что штурмом взять вот это направление будет невозможно. Но с помощью понтонных мостов, переправ это нет шансов. Все равно армия РФ расстреляет, когда ВСУ будет переправляться на левый берег Днепра. Это поняли многие. Уже все командование поняло, что наступать в наглую через реку не получится. Только вот по сухопутном направлении вот здесь. И армия РФ сюда вот отводит войска. Россия усиливает группировки оккупационных войск в районе Мелитополя и строит возле города укрепления. А на временно оккупированной части Херсонской области сокращает личный состав, как я вам говорил. Генштаб отмечает усиление группировки вокруг Мелитополя, и вокруг города строятся укрепления и фортификационные сооружения. Город прибывает колонны со стороны Токмака, а гражданским лицам запрещено приближаться к району аэродрома Мелитополя. В общем, все понятно. Все, сейчас армия РФ будет строить всю свою оборону вот на этой линии. Начиная вот тут Днепропрудная, Васильевка, Пологи, Токмак вот здесь, видите, да, вот здесь вся группировка будет скапливаться вот в этом направлении. Все поняли, что удар от ВСУ надо ждать только здесь. Усиливается вот здесь это... как сказать, все, что можно, туда техника свозится вся. Украинские пограничники вернулись в Херсон. Военные торжественно подняли украинский флаг. Так, херсонские
пограничный отряд вернулся в Херсон на свое постоянное место дислокации. Военные торжественно подняли государственные флаги и осмотрели здание ГПСУ, которое значительно пострадало из-за боевых действий. Так, Херсон был оккупирован со 2 марта, и вот сейчас 11 ноября он был освобожден. Так, где наш Херсон многострадальный? Вот он, видите, синие точки, значит, все под контролем ВСУ здесь. Вот это все направление. А красные точки — это там оборона армии РФ. Так, и вот сейчас такая информация, что разведка Британии прогнозирует зимой меньше наступлений и обморожения армии российских оккупантов. Ну правильно, сейчас начнется зима, вот представляете, они сидят в этих окопах, если там будет уже минус, как они там будут воевать, понимаете, все, и так там уже холодно, ночью не поспишь, а в мороз это все будет руки, ноги, нет отопления, ни света, ни хера там, как в окопах выжить, кто им печки эти там будет топить, кто их, как сказать, будет там утеплять, все это, говорит, нереально, правильно. Так, вот сейчас сократился световой день. Раньше он был 15-16 часов летом, а сейчас он сократился до менее 9 часов. И на линии фронта российско-украинской войны прогнозируется меньше наступлений и больше статичной линии обороны. В холодный период способность ночного видения является ценным товаром. И сейчас еще более... усугубить нежелание воевать ночью, никто не будет воевать, там не видно, где чужие, где свои. Там, если пойдут в атаку, там перестреляют все друг друга, непонятно, кто куда идет. Только днем можно воевать, ориентироваться в световое время. Разведка союзников прогнозирует, что поскольку средняя температура снизится с 13 градусов до 0 уже, в декабре-феврале войска с дефицитом зимней одежды и жилья с большой долей вероятности могут пострадать от морожения. Все правильно. Если уже нет теплой одежды, отопления, люди будут страдать руки, ноги, все будет мерзнуть. Как выживать? Там не до войны уже, там лишь бы только не умереть от холода. Кроме того, в течение этого сейчас очень тяжело будет спасать тяжелораненых солдат. И увеличивается, как бы сказать, шансы, что его там и никто и не спасет, если много раненых, убитых побросает, они там все замерзнут. В общем, погибли еще 115 человек. Бунтовавших российских морпехов отправили на штурм. Сейчас бросают всех на штурм, не жалеют и морпехов. И вот последняя информация, очень много стало гибнуть. Вот я говорил, эта информация. Это рассказал один из военных 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. По его словам, после жалобы губернатору Приморского края Олегу Кожемяка на большие потери командование вынесло им строгий выговор. Военный утверждал, что из-за огласки ситуации их запугивали. Именно это обращение к губернатору, и после этого это всю бригаду отправили на штурм. Так, специально, как сказать, кто недоволен властью, командованием, это Суровикина, командование Путина, их всех недовольных, кто пропаганду ведет против этой войны, их отправляют на убой. И вот там, в общем, сказали, что предварительно погибли где-то 100-115, а по его словам, кто воевал, это сам там был в их бригаде один военнослужащий, сказал, что погибли где-то до 500 человек. Я обращаюсь для того, чтобы СМИ узнали правду. СМИ будут сообщать, что потерь нет, про успехи. Но никто не знает, сколько погибло. Реакцию ждем от общества. Какая реакция у власти, мы уже видели. Может, люди поймут и начнут об этом говорить, а тогда командование может поменять свой подход. А вместо того, чтобы отправлять на верную смерть ради красивой картинки, подумайте о людях. Правильно, никто не считается с людьми, и не зэками, тем более их там на убой гонят. И даже морских пехотинцев тоже бросили на убой, видите. И очень много сейчас потерь. Вчера были то ли 700 с чем-то, а сегодня 510. Видно, уже как-то стабилизировалась линия обороны уже меньше контакта. И здесь вот со стороны Херсона уже меньше гибнут, как бы сказать. И вот уже 510 погибло, 81 370, плюс 8 танков, 2848, БМП, БТРы, 5700. В общем, много всей техники, людей гибнет. И вот беспилотников уже мало, кончились беспилотники, плюс 2 всего лишь, да. Ну и в общем, вот потери, сами видите, что все нарисовано
конкретно. Я думаю, данные, да, еще через месяц будет где-то около 100 тысяч, уже круглая дата. Потому что темпы нереальные по потере армии. Ну и в Украине тоже, думаю, примерно такие же потери в день. И вот прямая линия с Путиным может не состояться впервые за 10 лет. Сейчас у Путина все, провал этой спецоперации называемой. Они планировали как бы захватить Украину в течение, ну не знаю, конечно, там, может, полгода, а уже прошло больше 8 месяцев. Они все отступают. После наступления вот все они отступили. Здесь после наступления в Херсонской, извиняюсь, Харьковской, они отступили. В общем, все территории, которые были под контролем практически, они потеряли. Сейчас они только окопались, держат оборону. Какие успехи? Это только вот спасти репутацию, как бы сказать, не сдать Луганскую, Донецкую эти республики. А если они еще сдадут Донецк, Луганскую, все, это позор будет, это вообще несмываемый. Ладно, Херсон, да, они тут временно побыли там, со 2 марта, там сколько там месяцев, до 11 ноября, и все, они отступили. Но если потеряет это направление уже, вот это все, это будет уже Путину в полном слове кирдык, крах, провал, это, мол, свои же там генералы расстреляют. Ты что, это считается все, это уже сколько месяцев, сколько лет, извиняюсь, Донецк, Луганск, это типа Россия, уже все официально приняли в России, а теперь все это потерять. Это все, это расстрел будет сразу, главы Кремля, вот он задумался. Главе Кремля просто нечем хвалиться или хвастаться, да. В 2022 году может не состояться традиционная большая пресс-конференция Путина, так называемая простая линия с россиянами. По его словам, собеседников российского агентства, при принятии окончательного решения насчет проведения мероприятий, ситуация в Украине, да, учитывается. И пишут, что все, сейчас такая ситуация плохая, что может не состояться в этом году, так как нет успехов у Владимира Путина и его как сказать, правильно сказать, группировки российских войск, одни потери и поражения. В общем, всем спасибо, всем пока, до новых встреч.